Мы живем сейчас в удивительное время. Оно удивительное тем, что знание всевозможных, наверное, психологических факторов, знание психологии априори помогает человеку разбираться в тех перипетиях жизни, которые у него есть или которые есть вокруг него. Знаете, а вы знаете, что мы живем во времена массового подавления человеческой воли? То есть у человека есть одно, что он должен хранить, и это святая возможность, свобода выбора его волеизъявления. То есть в случае, если человек выбирает для себя, что он хочет есть, он может есть, хочет не есть, он может не есть, и это является священной волей. Всегда вот такая воля для человека являлась священным божественным предписанием. То есть человек имеет право сам для себя выбирать то, что он хочет. Это разумно. Но мы живем в таком мире, когда начали всех прививать, делать прививки там и так далее. И это все нарушение чего? И подавление чего? Подавление волеизъявления людей. Тем самым человека сейчас ставят в ранг человека, который должен знать свое место, должен знать свое место в своей стране, должен знать свое место. Таким образом, у человека забрали самое святое, что было на земле. Это свобода выбора и свобода воли. Вот эта свобода воли, она должна позволить человеку выбирать. А если я тот человек, который вот специально хочет переболеть коронавирусом? Вот я желаю болеть коронавирусом постоянно. Я желаю болеть. Почему? Так на меня родные больше внимания обращают. Я и не хочу принципиально делать прививку. Я готов болеть. Мне нравится это. Дайте мне возможность. Это мой выбор. Я не хочу отделяться от всех остальных людей. Я тот человек, который хочет болеть. Дайте, разрешите мне эту возможность. Но мне говорят, нет, такой возможности ты не имеешь права. Если тот человек, который не хочет быть здоровым, я хочу перенести коронавирус 10 раз. И имею желание такое. Ведь я же имею желание там пить, или там есть же люди, которые имеют желание пить без конца. Смотрите, есть такое большое количество всевозможных и очень нужных моментов в этом мире, которые нужно убирать уже сегодня. Это удешевление стоимости наркотиков. Вы знаете, что есть наркотики, которые называются соли. Вот эти соли, они очень дешевые. На сегодняшний день стоимость наркотика ниже гораздо, чем стоимость алкоголя. Так, допустим, стоимость бутылки водки может стоить, допустим, там $2, там самая дешевая. А стоимость такого наркотика может быть $0,50. И причем этот наркотик, его можно понюхать, облизать, в глаз закапать, намазать на тело, растворить в воде, в алкоголе, в глаз, в ухо всунуть, там в попу проспринцеваться, уколоться, внутримышечно, внутривенно. От этого всего этот наркотик будет действовать. И эти наркотики на сегодняшний день принимают, есть уже целый ряд таких культурных каких-то идей, знаете, я на это смотрю. Вот дети, которые матерятся, которые ведут себя вот так, это все дети, которые принимают наркотики. Это все заметно, знаете. Недавно смотрел интервью Моргенштерна и Гордона, и Моргенштерн в абсолютно развязанном пьяном состоянии сидел в трусах и в тапочках. При этом ноги у него были фиолетовые, что говорит о его нейропатии. И я так думаю, что в дальнейшем ему эти ножки все-таки отчикают его тоненькие. Очень жаль, потому что парень молодой, мог бы жить и жить, но скорее всего не будет. Но здоровья не хватит. Тем не менее, хотелось бы сказать, что вот эта культура наркотиков, она требует внимания. То есть государство должно, вот смотрите, оно же требует внимания, чтобы люди не поумирали, там платят это. Почему же тогда государство не хочет устранить всю наркомафию? Устранить всю наркомафию, устранить дешевые наркотики, нанять людей, которые будут этим заниматься, сажать всех подряд. Знаете, сейчас в деревнях, в селах, везде продают эти наркотики. Далее второе, пенсии. Почему никто не думает о пенсиях? Почему не ставят кондиционеры в педиатрических отделениях, где находятся дети? Почему выставляют на показ и нет критики гомосексуализма? Почему считается модным быть гомосексуалистом? Почему считается модным разговаривать с применением чужого языка? То есть раньше мы сражались, сейчас у нас баттл.
Раньше мы были сволочами, которые пиарятся на чужом успехе. Сейчас это называется хайповать. То есть, смотрите, подмена наших ценностей. То есть, мы раньше говорили, фу, ты какашка, потому что в школе были такие девочки, которые говорили, да, он дурачок, не слушайте его, на самого успешного. Почему? Они хайповали. Но когда узнавали о них, то говорили, что такая сплетница. Так вот, давайте я вам скажу, что такое хайповать. Хайповать-сплетничать. То есть, хайп, я хайпанула. Да нет, ты сплетница. Но почему это не говорить русскими словами, что хайповать это сплетничать? То есть человек, который хайпует, он сплетничает. Очень мне не понравилось, там Степанова есть такая психолог. Эта Степанова, она встретилась с Собчак. Я ни хорошо, ни плохо не отношусь к Собчак. Я могу сказать, что Собчак из интеллигентной семьи, она достаточно активный человек, и политик, и медиа человек. Она мне нравится, потому что маленькая девочка без поддержки смогла продвинуться. И она активная, она занимает позицию, даже пробовала избираться в президенты страны. Конечно, ей никто не даст. Тем не менее, глядя на это все, я могу сказать, что Собчак, она делает свое дело. У нее есть успех, есть аудитория, она не поет, и при этом она себя позиционирует как человек там в чем-то разбирающийся, в чем-то экспертный, там у кого-то заслужит доверие. При этом она пообщалась со Степановой, у них был милый разговор, Степанова разговаривала с ней и так далее. А после этого Степанова решила сделать видео. В этом видео она обличает Собчак, причем самыми грязными словами, о том, что она там не имеет совести, о том, что родители ее били, о том, что в школе ее унижали, о том, что она полна комплексов. Ну и, а кто такая Степанова? Неужели она не понимает, что она сплетничает? То есть, позиционируя себя как эксперта в области, допустим, психологии, человек не должен сплетничать. Он должен говорить, я думаю, что вот так у нее, а не говорить вот так у нее. Потому что когда человек говорит вот так у нее, то это сплетня. Потому что на самом деле человек не может оправдаться. А хайпить это значит сплетничать. Поэтому когда сейчас молодежь смотрит, о, хайпить это модно, батлы это кто кого сильнее, кто больше. Вот что такое батлы, по моему мнению. Вот смотрите, сейчас есть батлы, они там друг перед другом поют и так далее. Вот такие батлы обычно устраивают на зоне. То есть, когда человек туда придет, то его словесно как бы цепляют. То есть, это уркаганские такие проявления. Да ты кто такой, да я вообще с мастями не разговариваю, а ты 2 по 8, 3 по 5 век, чтобы воли не видать и так далее. То есть они там все по масти клеют друг друга словами, типа у них превалирование и так далее. Но это же не наш быт, мы так не должны жить. И государство должно обращать на это внимание, должна быть цензура, которая будет обращать внимание на то, что ты говоришь психолог, и ты говоришь, она такая, или ты говоришь, я думаю, что она такая. Если я думаю, тогда ты психолог. А если она такая, тогда ты сплетница. И вы знаете, когда люди говорят, он такой, то они сплетники. Нельзя говорить, он такой. Нужно говорить, я думаю, что он такой. Конечно же, на первое место нужно поставить, кто будет смотреть за пенсионерами, куда девать детей, которым необходимы пересадки органов и быстрые операции. Дальше, кто будет заниматься цензурой в этой стране? Должна же быть цензура, пусть закроют все порнографические сайты, все игровые сайты. Пускай закроют все сайты, которые деструктивные, там, пусть этим занимаются. Дальше, пусть этим занимается цензура. Это возможно? Конечно, это возможно. Это все в руках Яндекса, все в руках там Гугеля и так далее. Ну и не нужно говорить, что там, мы запрещаем людям там, заходить, всех заражать и так далее, и так далее. Это свобода воли, свобода вероизъявления, свобода волеизъявления. Не нужно делать стадо, об этом нужно говорить. Нет, все молчат, занимают позицию, все умирают, будем спасать. Но так почему не спасают детей, живущих где-то под мостами? Почему не спасают стариков, которые живут бедно и которые вынуждены торговать книжками на барахолках? Выходишь сейчас на улицу, идешь и видишь из окна, какое большое количество людей перестало носить дорогую одежду. Я хожу в дорогой одежде, в дорогом костюме Бриони, с золотыми часами очень дорогими и очень хорошо выглядите, с белыми зубами и, в общем-то, в кроссовках.
ну, хоть как-то разрядить обстановку. И когда я захожу в торговый центр, то я вижу, как меня большинство людей ненавидят. Но почему мне нужно ненавидеть? Я хороший человек, я никому плохого не делаю. Разве кому-то запрещено продавать инфопродукты или заниматься бизнесом своим, открывать завод, давать деньги людям, давать деньги строителям, заниматься этим? Но это же глупо, это же неправильно. Наоборот, ведь так уж мир устроен, вот подумайте сами, вот смотрите. Мне это нравится, ой, как мне это нравится. Скажите, когда вам нравится что-то, это придет в вашу жизнь? Конечно, придет, вам же это нравится. А когда человек говорит, мне не нравится, мне не нравится, мне не нравится, как он делает? Отталкивает, смотрите, мне нравится, я беру, мне не нравится, я отталкиваю. Идет успешный человек, что нужно сделать? Для того, чтобы ты был самым успешным, радуйся успешному человеку. Ой, какой молодец, какой красивый, вот это молодец, да, уважуха, нравится мне. И что нравится? Да все нравится. Радуйтесь успехам, радуйтесь дорогим автомобилям, радуйтесь своей жизни, радуйтесь своим маленьким шажкам успеха. Тогда это будет приходить в вашу жизнь, а люди страдают. И у него это не так, и это не так, и это не так. Вчера Николай Горемак написал вот эту статью, при этом сразу же меня заблокировал и заблокировал всех, кто там написал статьи и так далее, ну, комментарии и так далее. При этом он говорил, как бы основные его идеи были, они заключались в том, что я занимаюсь эзотерикой неправильно. Почему я неправильно? Потому что я ее понабирал везде. Ну, какая разница, зато она эффективная. А у его правильное не делает его не худее, потому что у него синтольные руки, синтольные плечи. При этом, знаете, на фотографии 2 недели назад у него черные волосы, сейчас у него седые, все, покрасился. При этом он вечером в 12 часов выпустил это видео. Скажите мне, чем должен заниматься человек 12 часов? Он должен жить со своей женщиной, которой у него нет. И тут вопрос такой, а почему у него нет женщины? Скажите мне, в его-то возрасте. Почему? Потому что она не... Потому что женщины с ним жить не хотят. Почему? Потому что он эгоистичный, потому что он жирный и потому что в постели он плохой. А со мной жить хотят? Конечно. Посмотрите на счастливую мою жену. У нее глаза светятся, у нее все зубы белые, и рядом с ней дети красивые. А утром специально снял 8-15 видео и запустил его в прямом эфире о том, как я ем яичницу и борщ. Почему я ем яичницу и борщ? Кто же мне приготовил ее? Скажите мне, любимая жена. То есть она встала еще раньше, пошла мне приготовила. А что, женщину можно заставить молодую и красивую идти готовить для мужчину, который с ней плохо спит и плохо живет? Только ради денег. Да в жизни не встанет, потому что она будет только пользоваться. А когда пользоваться, любимый, сделай мне кофе, любимый, сделай яичницу. Нет, моя жена встала, и сегодня встала. Я встаю в 8, я встаю где-то в половине 8. Моя жена встает в 7, у нее будильник, она в 7 встает, я еще лежу. Идет, готовит, потом ко мне подходит, говорит, любимый, нужно вставать. Я встаю, иду, умываюсь и купаюсь, бреюсь, после этого иду, сажусь кушать. Кто мне это все ставит? Она. Вот так тарелочка лежит, а с правой стороны лежит блюдце, и там лежат БАДы, там витамин Е, витамин D, там я не знаю, что она мне дает еще. Поэтому, когда мне говорят, Андрей Андреевич, что вы принимаете, что хорошо выглядите, ей-богу не знаю. Это вопрос к моей жене, понимаете, она знает, она 100% в этом разбирается. То есть, если я молодею, это не ко мне вопрос, это она. А я, в общем-то, как всегда. Кстати, хочу сказать по поводу вашей группы. Мне очень понравилось работать с вашей группой. Почему? Во время работы с вашей группой я похудел на 2 килограмма. Почему? Это для меня, конечно, уникально. Обычно я с группой набираю, с вашей группой похудел. А почему это произошло? Много учеников высоких ступеней. Тем самым есть энергия, это энергия созидательная. То есть она сжигает жир, дает энергетику внутреннюю. Происходит процесс такого массированного и похудения, омоложения и всего остального. Кстати, начали волосы темнеть, я тоже сегодня заметил. Было очень много седых волос, сегодня встал их меньше. Это говорит о том, что мы правильным путем идем, ребята. Это говорит о том, что мы, в общем-то, молодцы. Конечно, мальчик этот очень смешной. Если ты так все знаешь, тогда почему бедный? Почему у тебя нет ремонта? Где твоя семья?
Нет, он говорит, у него нет духовности. Но так человек, который не имеет духовности, он как раз и выпускает такие видео, которые выглядят как сплетни. А человек, который духовный, он адвайтичный. Интересно, что в его понимании обозначает такая духовность. Ну и я смотрю на этих людей и могу сказать, у них есть одна особенность, одна такая прям стопроцентная черта. И она связана со мной. Скажите, от того, что вот это выпускается, кто виноват? Они или я? Я! Блин, да, я виноват. А в чем же я виноват, что появляются вот такие люди? Я вам хочу сказать, я толерантен и адвайтичен ко всему в мире происходящему, ко всему. Я даже воспринимаю предательство хорошо, я воспринимаю, ну, как бы безразлично, я воспринимаю там все хорошо, знаете, критику, предательство. Я слишком занятый человек, чтобы этим заниматься, знаете, мне неинтересно, потому что у меня есть бизнес, есть новые направления бизнеса, есть стройки, я там занимаюсь, благоустройством там своих там приусадебных участков и там своих квартир, и там еще чем-то, там сын у меня есть, дети им в школу нужно ходить. У меня есть школа, я занимаюсь постоянно, чтобы в школе была энергия, чтобы у людей жизнь выпрямлялась или становилась нормальной там, и так далее. У меня есть общественная организация, я этим занимаюсь и так далее. То есть мне всегда есть чем заниматься. У меня есть логистика, перевозки, мысли, книжки я пишу. Я хотел всегда стать еще и поэтом, вот буду писать стихи, может издам что-нибудь. Ну и мне, в общем-то, некогда. Но у меня есть минус. Почему-то я не люблю гомосексуалистов. Понимаете, вот почему-то мне не нравится. Я не могу сказать, что там плохие люди, хорошие, но почему-то они хорошие. Я считаю, что они хорошие, я считаю, что они там молодцы, пусть это все у них будет и так далее. Но что-то такое внутреннее заставляет меня бесконечно страдать, знаете, неестественность. Неестественность заставляет меня страдать. Вот эта неестественность, это заключается в том, что неестественность происходит во время самого полового акта. То есть мне вот само это понятие, оно мне отвратительно, понимаете. То есть человек добровольно идет на это, и, конечно, это всегда для меня так, как для медика очень неприятно. Для человека, ну понимаете, о чем я, наверное, говорю. То есть, если это, допустим, лесбиянки, ну пусть, ладно, у них так все нежно, приятно, может быть, там, безопасно, знаете, и не очень гадко. Но когда ты начинаешь думать о гомосексуализме, это всегда, конечно, так, печальненько, знаете. Я, конечно, не противник, но даже если я со всей силы стараюсь, вот я смотрю Пенкина, мне Пенкин нравится, как поет и так далее, но вот не более. То есть там, допустим, иметь такого друга, ну хотел бы, наверное, да, иметь такого друга, но само понятие, что этот человек прибегает вот к этому, оно меня отвращает, знаете, мне вот после этого становится неприятно. Почему? Мне кажется, что он может запачкать себе руки, мне кажется, что он может быть грязный, ну и постоянное поражение анаэробными инфекциями, знаете, там под ногти это может попасть. Вот мне кажется, такой человек, он может быть загрязненным. Но опять-таки это не является вот прям панацеей и так далее. И вот само понимание вот этого, оно меня очень раздражает. И я заметил, что все люди, которые меня критиковали до этого, и сейчас вот все, кто пишут это гомосексуалисты, они латентные или активные гомосексуалисты. Просто настоящие гомосексуалисты. Почему они такими стали? Они стали, потому что они постоянно занимаются, извините, анонизмом. А если мужчина постоянно занимается анонизмом, то у него исчезает тестостерон и начинает появляться эстрадиол и прогестерон. То есть появляются женские гормоны. Грудь расти начинают там и так далее. То есть это люди, которые, и они начинают жить как женщины. То есть они обижаются, они ненавидят и так далее. Что нужно им сказать? Живите со своими женщинами. Когда мужчина с женщиной занимается интимными отношениями, то у мужчины появляется тестостерон. Это происходит за счет того, что там ферменты влияют просто. Во время соития ферменты влияют. Лизоцим, там появляется подавляющий прогестерон. И там много всего, понимаете. И там это все влияет. Когда мужчина живет с женщиной, во время месячных у него появляется выделение афродизиаков,
афродизиаков. В этот момент мужчина, который рядом находится, у него начинает активно вырабатываться тестостерон, поэтому рядом с такой мужчиной хорошо, рядом с такой женщиной хорошо мужчине жить, потому что у него все время будет либидо расти, он будет моложе выглядеть, волосы будут красивыми, там зубы будут, не будут портиться и так далее. А вот такие мужчины, как бы латентные маги, они обычно злые становятся, потому что с женой не живут, пользуются там подручными средствами, но на самом деле это все сдвигает их в сторону вот такого гомосексуализма. И вот в этом я виноват. Я должен принимать их и говорить, ну ничего страшного, такие люди тоже бывают, пусть существуют. Тогда мир гомосексуалистов не будет на меня обижаться. Мир гомосексуалистов, не обижайся на меня. Я ни при чем. Я буду более проще относиться к этому всему. Ну и, конечно же, глядя на это все, я говорю, еще один. Ну и сразу же не обижаюсь, конечно, на таких людей. Почему? Ну как можно обижаться на людей вот таких? Поэтому там Либер этот, знаете, и там этот Горя Коля, там Горе Маг. Конечно, я на это все смотрю и понимаю, что передо мной находятся самые настоящие мальчики. Я думаю, что они самые настоящие мальчики с просто вот такой проблемой. Чем я занимался в своей жизни? Я вам сейчас расскажу. Смотрите, перед вами сидит мужчина. Я закончил школу, потом поступил в техникум, потом поступил в институт. Потом я начал работать, и у меня жизнь была, она такая очень достаточно сложная. Почему? Мои родители бедные, я 7-й ребенок в семье, мне пришлось далеко от них уехать и так далее. И мне приходилось работать. Я никогда не отказывался ни от какой работы. Я работал на огородах, я работал, копал, я ездил, делал, я умею класть, если можно так говорить, шифер, плитку, знаю, как смазать там цемент с краской и сделать плитку красиво, на стену приклеить. Я знаю, что такое строительные работы. Я ездил за границей работал, у меня было и за людьми ухаживал, и у меня было там, помогал людям в бизнесе, и потом работал на рынке сначала стоял, потом сам поставил киоски, потом работал смотрящим, потом уехал из этого места, потом другой рынок открыл, на этом рынке поставил киоски, поставил маленькое кафе и там разливал пиво, не сам там ставил уже людей. Потом открыл цех, накопил деньги, в этом цеху начали работать люди, потом купил себе квартиру, потом начал, ну, одним словом, чем я занимался? Я возил мясо из-за границы, возил из Польши, возил машины. Я что-то покупал, привозил в Украину. Были такие времена, когда я работал с Турцией, по 3 раза в неделю ездил в Стамбул и обратно. Работал с Арабскими Эмиратами, привозил телевизоры, отвозил телевизоры, и шубы покупал, продавал, и ювелиркой занимался. Открыл сеть такую, которая торговала оптом, ювелирными изделиями, которые я привозил из-за границы. Открыл целую сеть оптовой продажи. Открыл ювелирные супермаркеты, потом открыл... Я чем только в жизни не занимался. Я с магией не начинал. Друзья мои. Это не было моим ключевым моментом. Я как бизнесмен состоялся еще в 95-м году. У меня еще ребенка не было. Да, я в это время магией занимался, но она не была моей кормилицей. И были взлеты, падения, и когда мне говорят, да он там, да я вам говорю, я начинал не с эзотерики, я начинал с бизнеса. Я состоялся в бизнесе, я понимаю, что это такое. Я понимаю, как можно голодать, я понимаю, когда не получается. Я понимаю, когда делаешь шаг вперед и 3 назад. Я понимаю, как можно заблудиться и не понимать, как сдавать документы. Я понимаю, как может тебя налоговая накрыть и доить. Я понимаю, что где-то может быть неофициально, официально. Я все это понимаю, все это прошел. Зато я разбираюсь в логистике, я разбираюсь в международных... Я знаю, как растаможить товар. Я знаю, что такое ТНВЭ, понимаете? Я знаю, как растамаживать товары. У меня есть даже документы. Я могу работать как таможенный декларант. Я знаю, как задекларировать товар. Я знаю, что такое грузовые перевозки. Я в этом всем разбираюсь. Я могу сдать сам бухгалтерский учет. Я могу провести аудит своей компании. И этому всему меня научила жизнь. Да, и я с этого начинал. Я не начинал с магии, я не создавал магическую школу, в которой что-то делал. Я уже был состоявшимся бизнесменом. В тот момент, вот есть Игорь Мачеренко, если есть, он подтвердит. В тот момент, когда Игорь Мачеренко пришел ко мне и говорит, Андрей Андреевич, а он работал у меня начальником охраны в магазинах. Я ему говорю, Игорь,
Александрович. Он говорит, у вас так все получается, Андрей Ильич, почему? Я говорю, потому что я занимаюсь эзотерикой и магией, мне получается. Он говорит, научите меня, а то я ничего в жизни не получается, ни квартиры, ни машины, ни жены. Я говорю, ну собери людей, я для них проведу эти занятия и так далее. Но после этого вот плавно я начинал заниматься этим, что я создавал свое учение, чему я хотел обучить, как не падать духом, как не быть человеком, который может разувериться в своих силах, как цепляться за соломинку, когда нет соломинки, как в надежде на что-то красивое, высокое, прыгнуть с распростертыми руками в пустоту, в надежде, что где-то будет хоть какая-нибудь ступенька, как в последний раз, попрощавшись со всем миром, как не умереть, когда болен самым плохим заболеванием на земле, как не разочаровываться, когда весь мир говорит, как не обозлиться, когда весь мир говорит, ты должен гавкать и быть сволочью, как не быть сволочью, когда весь мир прямо говорит, только сволочи выживают. И как быть воином добра, любви. Как сказал в свое время Иосиф Мандельштам, я же шел вперед навстречу ветру, веря в доброту, любовь и нежность. И никогда в своей жизни не терял я никогда ни веры, ни любви и ни надежды. Понятно? То есть вот что я начал преподавать. Я начал преподавать желание жизни. Начал говорить, радуйтесь. Начал говорить, обращайте внимание. Наслаждайтесь, это все привлекает. Почему? Потому что у меня был путь до того момента, пока у меня так было, меня обучал мир. И потом, когда я начал обучаться самостоятельно, видя, как это все работает. Особенность, качество есть такое, подмечаю. Подмечаю. Я коммуникабельный, легко вхожу к кому-то там в коммуникацию, ко мне располагается, у меня лицо разведчика, понимаете. Носатенький, лупатенький, полненький и так далее. Я нравлюсь людям. Почему? Я могу пошутить, я могу быть обычным, знаете, и так далее. По мне никогда не скажешь, что я какой-то особенный, понимаете. Но когда начинаешь общаться, то понимаешь, что у человека есть знания, он может как-то подсказать, может где-то там погладить. И, в общем-то, я совершенно комфортный, большой пушистый чеширский кот, который никогда ничего в обход там не сделает. При этом у меня есть качество, я честный, я трудолюбивый, я могу работать с 5 часов утра до 5 часов утра и утром вставать с радостным лицом. Почему? Мой отец в детстве сказал мне слова: Андрюша, нельзя быть все время улыбающимся человеком. Я говорю, почему? Да что ты все время смеешься, мне говорил отец. Я говорю, ну вот мне хочется. Я все время смеялся, как родился, и вот до сегодняшнего дня у меня ни дня без прикола нет. Почему? Он говорил мне, смех без причины признак дурачины. Ничего я не мог с этим делать. Почему? Я так живу, у меня всегда хорошее настроение. Даже когда болею, не распространяю этого. Почему? Я воин света. А воин света — это тот человек, который озаряет своей улыбкой, озаряет своей добротой, озаряет своим теплом окружающий мир. Болит где-то в середине. Даже близкие, живущие со мной рядом люди в жизни не узнают об этом. Я никогда в жизни вида не подаю. И никто не узнает, что там когда-то болит где-то и так далее. Сам себе тихонечко пойду там наколочу или что-то выпью, чтобы никто не расстраивался. Почему? А они-то при чем? Вот так надо жить. Вот он настоящий мужчина, у которого обязанности 5 детей, жена, родственники, который каждый день работает над тем, чтобы быть успешным, который каждый день работает над тем, чтобы... Чем я занимался вчера вечером? Лег и читал или занимался изучением сайта, который называется Google... Сейчас скажу, как он называется. Который называется Google... Trends Google.ru. Trends Google. Тренды. Я смотрел тренды. Почему? Что-то хочу привезти из Китая и смотрю на тренды. То есть, что сейчас больше всего покупают, какие БАДы покупают в Украине, в России, где больше всего каких запросов и так далее. Почему? Мне нужно быть на слуху, я должен там постоянно этим заниматься. Это очень мне помогает выбрать правильный сегмент товара для того, чтобы заниматься правильно. Кто запретил? Много ли я продаю? Я всего много продаю. Я вообще хорошо продаю. Почему? Потому что мне
помогает знание, как в Google тренде найти тот товар, который тебе необходим, как не совершать ошибки и продавать то, что хочется людям и так далее. Вот посмотрим. Вчера я смотрел в Google тренде, что продается больше всего из БАДов на территории Украины. И вот я вам могу сказать, вот допустим, самое большое количество БАДов продается сейчас в Ужгороде, Ирпене, Херсоне, Одессе. Что больше всего продается? Витамин D, витамин С. Также продается очень хорошо цинк, витамины группы В. Также людей интересует сейчас магний, а также людей интересуют сейчас темы волосы, витамин А, витамины группы В и цинк. Они являются лидерами продаж. Сколько продаж можно делать, если выбрать такие препараты с этими названиями? Можно в день продавать от 6 до 12 тысяч, если ориентироваться на эти города. Конец. Кто меня научил проводить маркетинговые исследования? Google. Как я узнал? Ну, я изучаю темы эти, знаете. А вам что мешает? Тоже изучайте. Когда-то вот такая ситуация была. Приехал мой друг, и это друг Сережа, и вот он смотрел, и моя жена там говорит, надо так сделать, там вот пожалуйста вот так давай, и Света там говорила, надо так и так. Он потом говорит, у меня такое сложилось впечатление, что ты просто, женщины диктуют тебе свое мнение. Я говорю, послушай, надо, а я говорю, а как бы ты поступил? Он говорит, я бы сказал нет, нет и так далее. Я говорю, послушай, мой друг, ты забываешь, у кого из нас колокольчики? У кого из нас колокольчики? Когда женщина говорит это, то не стоит забывать о том, что у нее грудь. А грудь может только кормить. И женщина, она так устроена, она стремится к тому, чтобы накормить. Поэтому если она говорит сделай так, нужно прислушаться, потому что это добавит. А у мужчины только вдуть, знаете, поэтому мужчина так устроен, знаете, женщина ему говорит, а он думает, что она хочет ему вдуть. И начинает думать, что ага, это она, значит, подвох какой-то, хочет меня вдуть, отобрать имущество и так далее. Не хочет она хочет накормить, у нее грудь. Это мужчина может вдуть, вот так вот продать корабль и после этого уехать непонятно куда. К молодой любовнице. Женщина не способна. Она может левой грудью накормить, а правой накрыть. Это особенность такая. Когда женщина говорит что-то, мужчины, прислушайтесь. Она не хочет никого вдуть, она хочет накормить. Она может увидеть, потому что женщина созидающее существо, а мужчина может быть разрушающим. Поэтому когда мужчина говорит, нет, я не знаю, нужно... Да никто не хочет на тебя нападать. Гладь свою жену, люби свою жену, и она будет созидать твои семьи. Все знаете, вот как у мужчин это происходит. Допустим, женщина живет, вот она нашла мужчину, правдой, неправдой, там начинает жить, любит, не любит, спит с ней и так далее. Она готова его любого принять. Там дурачок, брехун, там идиот, там вор, там все что угодно. А женщина может все простить. Почему? Ну, а ей все равно, она не замечает этого. Она за семью, она хочет, чтобы все в семье. Она рождена для того, чтобы потомство свое увеличивать. И для того, чтобы у нее было потомство, она готова. А мужчина ведет себя неадекватно. Там бухает, шляется, там, не хочет деньги зарабатывать, орет постоянно, кричит, ты мне изменяешь и так далее. Это его мечты. Ну и как-то так все работает. После этого, когда он уже надоедает, что уже некуда, то он там кричит, я от тебя уйду, или уходит от нее и так далее. Потом начинает жить и начинает обвинять всех окружающих людей. Все козлы, все вокруг там все неправильно, все уроды. Пока молодой морды бьет, потом когда состарился, стал импотентом, никому не нужен, страдает, у него сахарный диабет, он напивается. Ну и так дегенеративно падает. Ради чего детей не видит, с женой не общается. У нее же остается, семья, она думает о своих детях, она думает о себе. В ней есть всегда что-то прекрасное. Она может губы накрасить, ей кажется, что красиво, там волосы закучерявить, там одежду какую-то одеть, на ногти любоваться. В ее жизни больше радости вот такого тепла. А мужчина, он падает. И потом он живет по принципу, я ненавижу весь мир, все козлы, все бабы сволочи, меня обманули, я ненавижу это все и так далее. А женщины-то что? Им все время все хорошо. Почему хорошо? Губки накрасила, уже плюсик в жизни. Глазки накрасила, 2 плюсика. Детки там бегают, веселятся, еще плюсик.
а ему вот что, утром встал, ради чего ты живешь? Не ради чего. Поесть лень приготовить или приготовил там как попало, мыть посуду, ну его нафиг. После этого единственная задача, если там морду набить кому-нибудь или напиться, так а где радость? Смотрите, как много у женщины. Ногти накрасила, одежду красивую одела, глазки подкрасила, волосы заплела, деткам волосы заплела, сыну позвонила, узнала, как учеба, за внуками начала смотреть, там ждала в гости, приехали, приготовила покушать, красиво пирожки напекла, пельменчиков сделала, внуки приехала, по головке погладила, там свободное время мантру почитала. А у мужчины такого, утром проснулся, какого хрена, все вокруг на него влияют, люди плохо относятся, все женщины каки, начал смотреть программы, там Соловьев кричит, что все вокруг фашисты, этот говорит, что все вокруг там еще кто-то, вышел на улицу, там кто-то его оскорбил, там морду дал, там жена, не хочу с ней общаться, дети меня предали, все вокруг там собаки и так далее. Ужас какой-то, живет как пес-барбос. Как пес-барбос самый настоящий. И после этого, что ты сам живешь? Да все бабы. Да ты барбос какой-то вообще. Страшный, вонючий барбос. В твоей жизни никакой радости. И сам ты похож на какого-то лопоухого, страшного, облезшего барбоса. Фу. После этого на таких мужчин смотришь, татуировка, грязные, рядом находишься, воняют. Одежду одевают обтянутую, пупки торчат. Хочется вырвать прямо ему в этот пупок. После этого штаны в обтяжку. Что ты там показываешь? Ты свой фасолинку. После этого на это все смотришь, боже, как это абсурдно вообще. Еще и выступает, знаете, потом смотришь, как он выступает, мат через мат, я мужчина, альфа-самец. Будь лучше альфа-семьянином, будь альфа-семьянином, построй церковь, сделай образцовую семью, обожай детей, пусть они посмотрят вместе с тобой весь мир, вот к чему можно стремиться. А так, знаете, с женщиной живешь, утром встал, вот я сегодня, и начинаешь, знаете, у тебя, мужчины не обращают на ногти внимания, они грызут, знаете, на ногах. Утром проснулся, ой, как приятно, тепленькая лежит. Встала, глазки красивые, еще подкрасила, губы накрасила, что-то одела, выходишь, и здесь красиво, и она красивая, и рядом красивая, и детки встали, щебечут, хохочут. Смотришь ей на ногти, ногти красивые, и пальчики на ногах красивые, и приготовила, сидишь, и поцеловались, и обнялись, и вокруг тепло. Ах. И чаек тепленький, и вечером пришел чаек тепленький, постель тепленькая, все счастливенькие, все розовенькие. Сам живешь, когда этого в жизни не увидишь. Мужчина обделен, если у него нет семьи, нечему радоваться. Чему будешь радоваться-то? Женщина может всем, а ты-то чем будешь радоваться-то? Конечно, мужчины не хотят этого. Почему? Они хотят в будке жить и гавкать на весь окружающий мир и ненавидеть. Почему? Больше деструктива.